надо посмотреть на то, как страны реагируют на ухудшение экономической ситуации. Значит, кризис был 8-9 года, текущий кризис. Значит, все реагируют по-разному. Действительно, Казахстан кризис 8-9 года прошел относительно, значит, безболезненно. Почему? Потому что они проводили политику действительно стимулирования, прежде всего стимулирования инвестиционной активности, поддержки потребительского кредитования. Но ведь если мы реально посмотрим на то, что происходит в экономике Казахстана, вот эта вот политика поддержки и стимулирования, она подошла к определенным пределам. То есть цифры спада розничного товарооборота, которые сопоставимы с тем, что мы видим в России, цифры спада промышленного производства, опять же, сопоставимые с тем, что мы видим в России, говорят о том, что ситуация и риски, значит, ограничения развития в экономике Казахстана ничуть не меньше, чем у нас. Единственное, что вытягивает ВВП Казахстана, это инвестиции. Ну да, вот в этом направлении еще действует некоторая поддержка, значит, и стимулирование. Но понятно, что в таких условиях, когда падают, значит, доходы, прежде всего экспортные доходы, это все очень ограничено. И на самом деле я бы не стал говорить, что вот эта модель, значит, стимулирования, там, ослабления денежно-кредитной политики, она не имеет рисков. Она имеет риски. Поэтому прежде чем изменить денежно-кредитную политику, экономическую политику, нужно хорошо подумать, а где ограничение развития в той модели, которую мы создали. И главная ли проблема – это там, мягкая или жесткая денежно-кредитная политика? А может быть, главная проблема в том, что мы не понимаем, а куда мы должны направить эти ресурсы? В какие направления, в какие виды деятельности? Если мы говорим про Беларусь, то Беларусь, она как раз вот и оказалась в ловушке того, что она практически полностью идеально использовала потенциал советского наследия, да, производственного, там, промышленного и так далее. Значит, используют возможности Евразийского экономического союза, но у них мало инвестиций. Они очень мало предприятий создали за последние там, 20 лет. И в результате вот у них ограничения именно по производственным мощностям. То есть в каждой стране Евразийского экономического союза свои проблемы. И вот так вот легко их решить действительно уже, видимо, не получится. Мы слишком далеко зашли.